Однажды в Италии все газеты вышли с радостным сообщением: арестован последний мафиозный босс. Кадры с места ареста напоминали неожиданно удачную премьеру. Аплодисменты случайных зрителей, выкрики «Браво» и «Спасибо» в адрес полицейских, слезы на глазах самых темпераментных. Арестованный Маттео Мессина Денаро. Последний из остававшихся на свободе глав семьи Корлеоне, самого могущественного и знаменитого клана Коза Ностры, сицилийской мафии. Их судьбы человека и мафии не просто связаны, они удивительным образом переплетены, повторяясь и отражаясь друг в друге. Поэтому ролик о Мессине Денаро открывает серию видео о персонажах, обычаях и истории мафии. И еще о том, умерла ли она с арестом ее якобы последнего крестного отца. Арестом, случившимся 16 января 2023 года, однажды в Италии. Итак, Маттео Мессина Денаро родился в 1962 году на Сицилии в глубинке, и это многое объясняет. Ведь именно на этой плодородной земле зародилась и сама мафия. Отец Маттео Франческо Мессина Денаро 28 года рождения. Как и большинство сицилийцев, имеет в паспорте запись о том, что он крестьянин. Вот только не у каждого крестьянина сын в детстве сиживал на коленях у жены сенатора. Крупного землевладельца и хозяина крупнейшего банка острова. Все дело в том, что Дон Франческо крестьянин непростой. Он кампьеро, управляет хозяйством, которое принадлежит богатому землевладельцу. Именно такие управляющие Габелотти и стали прародителями сицилийской мафии еще в XIX веке. Искренне полагая, что с крестьянами по-другому нельзя, порядок они наводили жестко, а то и жестоко, постепенно превращаясь из распорядителей в настоящих властителей. И Дон Чичо, так по сицилийской традиции уважительный по прозвищу все называют Мессина Денаро старшего, именно такой, неофициальный, но всеми признаваемый властитель города Кастельветрано, провинция Трапани. Дон Чичо управляет оливковой фермой Зангара, принадлежащей семье де Али, как и другие земли, соляные пруды и крупнейший на Сицилии банк. Своего управляющего семья де Али уважает и ценит. Его дом стоит рядом с домом хозяев, хотя кто тут истинный хозяин – еще вопрос. За фермой он, конечно, бдит, но не только за фермой. По сути, он решала. Прежде всего, разумеется, в интересах сеньора де Али. Но и остальные жители Кастельветрано, да и за его пределами, тоже знают, к кому надо обращаться в сложных ситуациях. Дон Чичо немногословен. Цокнул языком – нет. Кивнул головой – да. Его сентенции часто звучат для просителя загадкой: если в семье есть немного, приходится чем-то жертвовать. Или кто хочет мира в смерти, тот ищет мира в жизни. В чем конкретно состояла суть решения, становилось ясно спустя какое-то время, когда вдруг сгорали чьи-то поля или кто-то поспешно покидал Трапани. Так что, может, Маттео Мессина Денаро и сын крестьянина, но по факту он принц. Причем принц наследный. Хотя у мальчика есть старший брат Сальваторе, почему-то на роль своего заместителя отец выбирает младшего. И воспитывает его соответственно, то беря с собой в деловые поездки, то разрешая погреть уши, поджаривая шашлыки для гостей, пока те ведут переговоры. В общем, наш герой не просто растет вместе с мафией, он растет внутри нее. Маленького Маттео тетешкал на коленках сам Сальваторе Риина, хороший друг его отца и самый большой босс из всех боссов Коза Ностры. О Риине, заслуженно носившем титул «Зверь», я расскажу в одном из следующих видео, а здесь вернемся к Франческо Мессине Денаро, поставленному Рииной, смотрящим в Кастельветрано не только по дружбе, но и за деловые качества. Достаточно сказать, что именно к нему Зверь отправляет на воспитание перспективных юнцов, из которых Дон Чичо делает настоящих людей чести. Один из его воспитанников, крестный отец Нино Жуфре, говорит, что лишь благодаря школе Дона Франческо у него открылись глаза, и он понял, как надо жить. Неудивительно, что и к воспитанию собственного сына Дон Чичо подходит со всей серьезностью, постепенно вводя его в курс семейных, в прямом и переносном смысле, дел. Маттео мальчик смышленый, любит читать, школьные предметы схватывает с легкостью. Но, как любой активный мальчишка, особо не напрягается, предпочитая резвиться в полях. В 14 лет по окончании обязательной образовательной программы он отправляется в Институт техника, аналог нашего ПТУ со специализацией в коммерции. На третий год в 17 лет бросает его. Потом в 19 зачем-то восстанавливается сразу на последний курс. Но, несмотря на то, что никто из преподавателей не посмел бы поставить ему неуд, забивает на учебу и бросает классическое образование окончательно и навсегда.
Годы спустя он будет жалеть об этом. Но сейчас не до того, школа жизни отца захватывает его все сильнее. И, надо сказать, он делает большие успехи. В городе его боятся, и есть с чего. Крещение огнем, первый выстрел, скажем так, не на тренировке, принц мафии прошел в 14 лет. Первые убийства, с его же собственных слов, совершил в 17. Неясно, было ли именно это крещением кровью, убийством по приказу крестного отца. Возможно, горячий парень размок по собственному почину. Не стоит забывать, что дело происходит на Сицилии, где смывать обиду кровью считалось не просто нормальным, а единственно правильным. Убийств чести совершалось больше 1000 за год, а закон фактически закрывал на них глаза вплоть до 1982 года. Но уже точно, что к 19 годам все необходимые для официального вступления в ряды Коза Ностры ритуалы он прошел, застрелив по ее заданию мелкого воришку, который осмеливался грабить банки без разрешения партии. У Риины с этим строго. Никто не может промышлять на его территории, не будучи частью иерархии, и никто не может претендовать на значимое место в этой иерархии, не замазавшись кровью. И маленький принц теперь замазан. А это значит, что он может начать продвижение по карьерной лестнице. А теперь вернемся на пару шагов назад. Прошедший крещение огнем и кровью Маттео Мессина Денаро, ученик старших классов, и киллер. Действительно, почему же он бросил школу? Неужели не хватало времени на учебу? Странно. Ведь к тому времени он уже успел уволиться с должности сельхозрабочего, числился безработным и, кстати, получал пособие – 180 евро в месяц. Но на жизнь как-то хватает. Безработный одевается в Версаче, следит за временем по часам Rolex Daytona и гоняет на кабриолете в бар Летерация, где никто не осмелился бы занять его любимый столик с видом на море. Еще бы! Ведь хотя кличку Дьяволик юный мафиоза и сам себе придумал, доказать, что она ему подходит, он не постесняется. При этом Дьяволик беспрекословно слушается папу, а папа строго следит за его моральным обликом и принимает самые суровые меры, когда 19-летний Маттео попадает в плохую с точки зрения папы компанию. Плохая компания – это Каладжеро Сант'Анджело или Лилла, крестник в прямом смысле Дона Чичо, сын его хорошего друга. Друг не богат, но сумел наскрести сыну на образование, парень мечтает стать врачом. Лилла 25, он учится в университете в Палермо и нередко приглашает Маттео на вечеринки, которые устраивают скучающие дамы из высшего столичного общества. Дамы не юные, но приятные и с фантазией. Дьяволик никогда не отказывается и отрывается по полной. Лилла просто хочет, чтобы ни одна дама не оставалась без кавалера. Возможно, ему льстит роль наставника и проводника младших во взрослый мир. Но Дон Чичо в бешенстве. Сын еще даже не бреется, рано ему таскаться по бабам. Напомню, что у Безусова к тому времени на счету минимум одно заказное убийство. Но такие вот у сицилийских патриархов понятия о воспитании. Юноша 19 лет должен знать правила Коза Ностры, уметь убивать и быть целомудренным. Сказал ли что-то по поводу такого поведения папа Франческо сыну, не знает никто, кроме них самих. А вот Лилла за развращение молодежи крестный отец наказал сурово. Не сам, конечно, но, как полагается, обратился к шефу Тоториини с просьбой. Тот верному соратнику не отказал, и в ноябре 1981 года 4 бойцов Риины расстреляли Лиллу на улице. Возможно, кто-то из них также проходил крещение кровью. Ну а Маттео... Урок он, похоже, усвоил. Во всяком случае, даже если от любовных приключений он и не отказался, о них уже никто ничего не знал. Ну, или не говорил. А вот о карьерном росте Дьяволика в следующие 10 лет кое-что известно. Какие-то истории похожи на сцену из итальянской мелодрамы. Например, о том, как некий юноша просил у него разрешения ухаживать за одной из сестер Патрицией. А строгий братец в ответ объявил, что будет считать до 6, а потом выстрелит. Говорят, претендент испарился уже на 2. Некоторые сюжеты годятся для полицейской комедии, например, о том, как он зашел к руководителю группы карабинеров, которая проводила обыски на квартирах скрывающихся мафиози. Просто сказать, что много работать вредно для здоровья. Карабинер к совету прислушался и немедленно ушел в отпуск. Отдельные эпизоды, хоть и с натяжкой, можно выдать за черный юмор. Как в случае с машиной регулировщика, который попытался штрафануть Маттео за припаркованное прямо на ступеньках фонтана авто. Той же ночью машина самого регулировщика сгорела, лобовое стекло, правда, осталось, с припечатанным к нему злополучным квитком на оплату штрафа. Конечно, все это скорее работа на имидж, но такими мелкими шалостями юный Маттео не ограничивается. Да это было бы и невозможно. Если в первую войну мафиозных семей он был ребенком, то
то во вторую, в начале 80-х, принц мафии уже присягнул на верность клану Корлеоне. Убийство и растворение трупов в кислоте не плод фантазии киношников, а обыденность того времени. Мессина Денара, правда, не имеет ни одной судимости за этот период, но, по его собственным словам, тех, кого убил лично он, хватит на приличных размеров кладбища. Такое трудолюбие весьма способствует карьерному росту. Он уже не диаболик. Разве что для школьных друзей, а в тех кругах, где он теперь вращается, косить под героя комиксов не солидно. Так что от природы худощавый Маттео получает кличку Усикку Сухой. Ничего унизительного в этом нет. Сам босс боссов Сальваторе Риина с гордостью носит имя Укурту – Короткий. Короткий любит Сухого как сына и очень ценит его способности. Тот умеет демонстрировать боссу безграничное уважение и преданность, причем не только на словах, но и на деле, беспрекословно и молниеносно выполняя любое поручение и не гнушаясь ни пролить кровь, ни замыть ее следы. Его, салагу, дядюшка Тото назначает разруливать внутренний конфликт в соседней провинции Портанна, где дружественная семья Аккарда никак не может отобрать власть у клана Инголья. С задачей салага справился. А что кто-то из недовольных процессом настучал и в 89-м Усику впервые оказался в поле зрения полиции, так это ерунда. Ну, подозревались они с отцом в убийстве 4 человек и растворении их трупов в кислоте. В итоге-то все на свободе. Зато доверие к молодому Мессине Денара теперь почти такое же, как к старому. А положение принца Маттео в семье Корлеоне куда выше, чем у очень многих соратников, гораздо старше него. И горе тому, кто этого не учтет. Как, к примеру, несчастный Никола Гонсалес, посчитавший Сухого мелкой сошкой. Его, замдиректора отеля «Парадис Бич», раздражает, что Маттео с дружками постоянно толчется между баром и бассейном его фешенебельного заведения, щедро угощая девушек дорогим шампанским и никогда его не оплачивая. Гонсалес говорит, что как только станет директором, разгонит эту шушеру ко всем чертям. Он не знает, что главарь шушеры – приближенный босса боссов, вхожий на самые важные советы верхушки клана. А симпатичная работница отеля, к которой без 5 минут директор неровно дышит, и которая в курсе его нелестного мнения Маттео, этого самого Маттео – девушка. Хуже того, его первая девушка. Их отношения начались в 88-м, когда она приехала на заработки из Австрии. Да-да, из Австрии на нищую Сицилию подзаработать. И приезжала не 1 год подряд, видимо, оно того стоило. Ее имя Андреа Хаслинхер, но все зовут ее Аси. Высокая эффектная блондинка, настоящая Ева Кант из комикса. Кто, как не она, лучше всех подходит на роль подружки Дьяволика. Правда, папа Маттео так не считает. Ему не нравится, что Аси иностранка. Но теперь он только ворчит. Все же сыночку уже 25, а в семье он на равных с пожилыми донами. Да и надо же мальчику как-то развлекаться, не все же только за порядком в городе следить. И мальчик развлекается. Тем, кто осмеливается сделать Асе слишком пылкий комплимент, жгут машины. Гонсалеса же, который посягнул одновременно на женщину Дьяволика и на его достоинство в ее глазах, расстреляли из дробовиков. Сестра убитого говорит, что после похорон Андреа звонила и просила прощения. Сейчас 40-я женщина замужем, живет в Вене и делает вид, что не помнит, кто такой Никола Гонсалес. А может, и правда забыла. Мало ли кого убивали на Сицилии в 91 году. Она и бывшего любовника-то едва вспомнила. Сказала: ах да, хороший мальчик, ну разве что излишне живой. Друзья и знакомые тоже в один голос повторяют, что Маттео Мессина Денара хороший человек. Образец высокой культуры, прекрасных манер и истинной элегантности. Что правда, то правда. Усикку не придерживается стиля жизни боссов старой закалки, простого до аскетичности. Он одевается в дорогие фирменные шмотки, подчеркивает статус, раскуривая сигареты от банкнот в сотни тысяч лир, любит красивых женщин и шикарные машины. Его первая BMW E30, потом была Lancia Delta, потом Porsche Carrera. В это время он еще не жалеет об образовании, дел хватает и так. Прежде чем сделать своих принцев генералами, мафия заставляет их пройти школу молодого бойца, так что в промежутках между баром и бассейном приходится и поработать. Хоть клан Корлеоне и победил во Второй войне мафии еще в 1984 году, но война это из тех, что никогда не заканчиваются. Ведь недовольных итоговым раскладом осталось множество,
Обиженных в процессе еще больше, а кое-кто то ли оказался по горло сыт кровью, то ли просто испугался и отправился каяться. Пентитизм, покаяние бывших мафиози и их согласие на сотрудничество с властями, начался с отдельных эпизодов в 1984-м, но к концу 80-х превратился в массовое явление, что уже само по себе раздражало Риину. А уж то, что показания коллаборантов дали толчок Макси-процессу, просто взбесило босса боссов. Макси-процесс – это суд над мафиози, ставший самым крупным во всей мировой истории. 475 обвиняемых, 200 адвокатов, 460 приговоренных, 19 к пожизненному заключению. Когда осенью 91 года стало ясно, что предпринятые Коза Нострой меры не помогли и занесенный над нею меч будет опущен, Риина собрал специальную комиссию, где сообщил о своем решении объявить войну государству. Да, именно так. В декабре 91 года сицилийская мафия объявила войну государству Италия. «Qua bisogna prima fare la guerra, per poi fare la pace». «Чтобы заключить мир, сначала нужно воевать», — сказал Риина своим соратникам. Маттео Мессина Денаро присутствовал. Пожалуй, здесь и закончилось его беззаботное время. Он по-прежнему принц, но принц воюющего государства. То есть должен находиться в армии и принимать участие в боевых действиях. Но не в пехотных штурмах, разумеется, для этого у него уже слишком высокий ранг, а в специальных операциях. К тому же и без того крайне недоверчивый и до паранойи подозрительный дядюшка Тото считает, что кающийся – главная угроза безопасности мафии, и поручает дорогому племяннику деликатную миссию поддержания чистоты рядов. О том, как Маттео Мессина Денаро справится с поставленными задачами, будет отдельное видео, потому что это целая эпоха. И для Усикку, и для Коза Ностры, и для всей Италии. Эпоха массовых убийств, террора, которая началась в 92-м и, по счастью, закончилась уже в 93-м, но оставила несмываемый след и стратила крови и слез. Однажды в Италии.